Доброго времени суток всем думающим людям. Вы находитесь на YouTube-канале The Open Space. Сегодня у нас внеочередной выпуск рациональной тоски, того самого состояния, когда все вроде понятно, но жить от этого не легче, а глубина тоски измеряется степенью усталости от окружающего нас мира. Поехали! Несколько дней назад, в прошлый четверг, в публичном поле появился и стал обсуждаться план Трампа из 28 пунктов по прекращению российско-украинской войны. Шума этот всплеск наверняка наделал столько, что вся благосфера от мала до велика сочла своим долгом прокомментировать это. Прослушав несколько особо отличившихся блогеров, наша админка тоже решила оттоптаться на шкуре еще не убитой Украины, но почему-то уже поделенной на части. Если говорить в общем, то вся история с пока еще тщетными попытками Рыжего и его администрации прекратить войну сводится к активному давлению на Украину и довольно слабенькому давлению на агрессора, Российскую Федерацию. Слабому настолько, что какого-либо усиления санкций, которые и так не очень-то действуют, увеличение военной помощи Украине не наблюдалось в течение всего периода его президентства. Соответственно, внешне создается иллюзия того, что Трамп вроде как пытается слить Украину. Но это лишь иллюзия. В реальности все обстоит хуже. Рыжий окружил себя не просто непрофессионалами. Он окружил себя теми, кто будет держаться за свои должности любой ценой, будет угождать этому откровенно бездарному президенту даже ценой собственных репутационных потерь, угрозой национальной безопасности самих Соединенных Штатов и так далее. Если помните, попытки прекратить войну методом Трампа начались с полного сливания переговорных позиций Украины и ее союзников. О качестве этих союзников можно рассуждать бесконечно, примерно как о качестве дерьма. Но Трамп выделился даже на их фоне. Чего не отнять у Трампа, так это того, что он умеет вливать в мозги своим высокоинтеллектуальным избирателям, что он является величайшим переговорщиком. И вот величайший переговорщик сливает стартовые позиции для переговоров. Еще до их начала он готов и признать законную аннексию Крыма, и законодательно запретить вступление Украины в НАТО, и санкции снять, и все в таком же духе. И все ради остановки действительно кровопролитной, даже самой кровопролитной войны в Европе за последние лет 80. Ведь как вообще происходят переговоры? Представим себе некую линию с нулем посередине. Есть позиция стороны А, равная минус х, и есть позиция стороны Б, равная плюс х. Эти позиции зачастую диаметрально противоположные. И вот на переговорах стороны, делая уступки, в итоге постепенно приближаются к нулю. Что сделал Трамп? Он втупую перенес свою, читай позицию Украины и ее союзников, на позицию, близкую к нулю, в то время как позиция агрессора осталась неизменной. Агрессор в лице Путина посмотрел на это, пожал плечами и продолжил стоять на своем, ожидая, что Рыжий сместит позицию Украины еще ближе к позиции агрессора, попутно нанося ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре Украины, но об этом позже. Глянув на этот переговорный маразм, присели даже зетники, они не ожидали, что Рыжий окажется настолько тупым и что судьба преподнесет им такой подарок. Ближе к лету переговорный маразм стал усугубляться, Трамп допер, что на миротворчестве можно еще и заработать. Но не просто заработать, но еще больше умаслить своего нового лучшего друга, Володю Путина. То есть, отказавшись от стартовых переговорных позиций, Трамп оказался в ситуации, когда, чтобы заставить агрессора хотя бы разговаривать о прекращении огня на 3 суток, на месяц, в любом случае краткосрочном, ему пришлось обещать агрессору не просто снятие санкций, но еще и некие экономические плюшки. Забегая вперед, скажем, что в этих 28 пунктах маразм этих плюшек достиг развития сотрудничества между Россией и США в области искусственного интеллекта. Чтобы лет через 5 у России появились качественно новые средства ведения войны на американских технологиях, с которыми она попрет не только на Украину, но и на Европу или на сами США. Но Рыжий так далеко не заглядывает. К концу лета позиция величайшего переговорщика всех времен сдвинулась уже настолько, что дипломатическая блокада России была фактически прорвана, были фактически полностью восстановлены дипломатические отношения с США. США еще весной вместе с Россией, Белоруссией, КНДР и Эритреей проголосовали на стороне агрессора против резолюции Генассамблеи ООН, осуждающей агрессию против Украины, чем фактически сказали, что союзник Украины выступает за то,
что на Украину напали. Но апофеозом дипломатического маразма стала встреча Трампа и Путина в Анкоридже, на которой они пожимали друг другу руки, а лучшего друга у Володю встречали почетный караул и пролет военных самолетов. Есть подозрение, что на этом Рыжий не остановится и, чтобы умаслить агрессора, начнет поставки ему военной помощи. Теперь снова вспоминаем нашу переговорную линию. Если в день инаугурации Трампа 0 был примерно посередине, то теперь он даже не между двух позиций, а просто оказался позади. И если на третий день своего президентства Трамп поставил позицию Украины на 0, то теперь она находится где-то посередине между нулем и позицией России. И тут осенью что-то в голове переговорщика переключилось, он решил ввести санкции. И почему-то не против Украины, а против России. Ну как санкции? Все те же ограничения против еще 2 российских нефтяных компаний. При том, что санкции, введенные ранее еще администрацией Байдена, исполняются так, что не исполняются вообще. Не потому, что не хотят исполнять, а потому, что исполнить их в полной мере невозможно, они слишком легко обходятся. Вы наверняка помните, как пробайденовские СМИ и блогеры оргазмировали, когда Байден ввел свои прощальные санкции, ставя в сравнение бездействие Трампа и силу и мощь старика Байдена. Ну и где все эти блогеры сейчас? А то ж. Неожиданно оказалось, что санкции против нефтянки обходятся довольно легко, да еще и возится российская нефть на танкерах, принадлежащих в том числе греческим судовладельцам, если кто не в курсе. Греция как бы член Евросоюза. Ага. У Трампа, конечно, иногда бывают просветления сознания. Например, он абсолютно справедливо заметил, что Евросоюз до сих пор закупает у России энергоресурсы. И формально он прав. Но на какие источники Европа будет менять свой энергетический импорт? Правильно, на американские. И поэтому мы приходим к единственно верному выводу: вся эта возня с санкциями против нефтянки нужна не для санкций против России как таковой, а для передела мирового нефтяного рынка. Все очень примитивно, как и все у Трампа. Тарифы, попытки давления на торговых партнеров, санкции. А потом швейцарская делегация привозит Рыжему слиток золота с гравировкой, и Рыжий уже снижает свои тарифы для Швейцарии до общеевропейского уровня. А как же, тарифы нужны для ограничения доступа на американский рынок, чтобы развивалось внутреннее производство. Вы не понимаете, это другое. Но у Трампа есть одна особенность, присущая как раз таким вот бездарным переговорщикам. Речь идет о создании кипиша, хаоса, если хотите, на который остальные участники переговоров должны как-то реагировать. Так было с тарифами, все страны как-то засуетились. Так было и в течение этого года в попытках прекращения российско-украинской войны. Каждый раз Трамп делает некий вброс с угрозами, обычно в адрес жертвы агрессии, после которого начинаются брожения Украины и ее европейских союзников. Занятно это, что позиции Украины тоже претерпевают определенные метаморфозы. Например, к концу 2025 года что-то никто ни в Украине, ни в Европе не вспоминает про восстановление территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Напротив, что Зеленский, что европейские союзнички как один подвывают, что нужно остановиться на линии разграничения, признать фактический, но не юридический контроль России над захваченными территориями, а сам вопрос восстановления территориальной целостности оставить на потом, в тупую предлагают заложить мину под будущее поколения. ФРГ уже на себе ощутила, что бывает, когда территория с населением продолжительное время находится в русском мире. Это территория ГДР, которая с 1945 по 1990 годы находилась не просто под фактической оккупацией одной из стран антигитлеровской коалиции СССР, но и находящееся там население подвергалось промывке мозгов коммунистической идеологии, экономический потенциал был заточен на взаимодействие со странами социалистического лагеря. И когда в 1990 году произошло объединение Германии, ГДР фактически перестала существовать, но радость от объединения некогда разделенного народа сменилась не разочарованием. Нет. Скорее произошло столкновение с реальностью. Как у машины со столбом. Земли, входившие в состав ГДР, по сей день являются самыми экономически неразвитыми. Из-за этого возрастной перекос там просто катастрофический. Вся молодежь валит в промышленно развитые земли старой ФРГ, а на территории бывшей ГДР остается лишь старое дряблое отребье,
которая голосует за альтернативу для Германии в надежде, что откровенные нацисты с российским финансированием поможет. Нет, не найти бабки на полное перестроение всей экономики, но с борьбой с мигрантами, с увеличением пособий, читай, государственной халявы. Прикол только в том, что в землях бывшей ГДР мигрантов как раз меньшинство, мигранты обитают там, где есть и работа, и деньги. И вот Зеленский с Макроном, Мерцем и прочими стармерами сейчас предлагают организовать что-то вроде раздела Германии 1945 года, забывая, что 80 лет назад делили на сферы влияния капитулировавшего и просравшего абсолютно все агрессора, но не жертву агрессии. Поэтому твердость, с которой выступает и украинское руководство, и европейские союзнички, конечно, умиляет. И теперь после всего описанного маразма на Украину свалилась новая напасть, придуманный даже не профессиональными дипломатами и теми, кто хоть раз в своей жизни открывал устав ООН, а непонятным дельцом с рынка недвижимости Стивом Уиткоффом и не менее скользкой фигурой, генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Нормальный такой финансовый анилингус получился, ничего не скажешь. Немного ранее уже упоминалось, что целью Трампа является передел нефтяного рынка в пользу США. Но это не все. У Трампа и Кампухи есть и вполне утилитарные цели – заработать деньжат. Именно поэтому переговоры об окончании российско-украинской войны ведут два финансовых дельца, то есть они решают, куда в российскую экономику и на каких условиях будут вложены американские деньги. А за это агрессор не будет доедать свою жертву. Ведь все так просто. Из России ушли европейские и американские компании, которых российская власть еще обобрала за то, что те посмели уйти. Теперь же ситуация подошла к тому, что ни Украина, ни Европа обратно провернуть фарш не могут, здесь не только противоречия на уровне морали и международного права, но и финансовые, военные, логистические и транспортные. Слишком много денег было вложено в то, чтобы выкинуть Россию из Европы. Забыли только выкинуть российских туристов, но периодически и о них вспоминают. И тут третья сила, США, напомню, союзник Европы, и Украины, хочет воспользоваться освободившейся в России нишей и вложить в нее свои деньги. Но не просто США, а бизнес, который крутится непосредственно вокруг Трампа. И он, рыжий, будет решать, кому и что достанется. Деньги должны будут идти в российскую экономику через Российский фонд прямых инвестиций, возглавляемый Кириллом Дмитриевым. И вы удивитесь, но именно для этого этот фонд когда-то и создавался, он является соинвестором крупных проектов в экономике. Но за это США должны кое-что сделать, поставить на паузу российско-украинскую войну на выгодных для агрессора условиях так, чтобы после окончания президентского срока Трампа вернуться к окончательному решению украинского вопроса, учтя ошибки предыдущей попытки. Но справедливости ради нужно отметить, что дела у вооруженных сил Украины действительно идут паршиво. Видимо, Зеленский пребывает в каком-то иллюзорном мире относительно текущего положения дел на фронте, поэтому с 28 пунктами к нему приехал лично министр армии США, чтобы пояснить, как реально обстоят дела и что будет дальше, если Украина будет продолжать сопротивляться. Тут нужно отметить, что Зеленский, конечно, выразительный актер третьего порядка, но политик и стратег из него дерьмовый. И потому все его решения лишь ухудшают ситуацию. Из последнего – разрешение на выезд лиц призывного возраста за пределы Украины. До этого был запрет на призыв их в армию. У нашей админки в планах есть подкаст о проблеме украинской армии. Сейчас же отметим, что единственной причиной продвижения российских войск является нехватка личного состава в украинской армии. Какого-то технологического превосходства ни у одной из сторон нет, обе воюют в первую очередь дронами на китайской комплектухе. Но и влияние США на Украину может быть слишком переоценено. После почти годовых трамповских экспериментов с военной помощью все фактически свелось к двум рычагам – разведданные и программа закупки американских вооружений через Европу, PURL. Есть еще Starlink, конечно, но в теории его могут заменить европейскими аналогами. Однако вопрос в какие сроки и не рухнет ли фронт, пока будут менять спутниковые антенны и перенастраивать оборудование под них на Земле. В любом случае Трамп откровенно ссытся напрямую слить Украину. Поначалу он вопил о том, что Украина обокрала США, называл суммы порядка $300 миллиардов оказанной военной помощи,
Но в итоге ему удалось свести все к обычной капиталистической выгоде и начать продавать оружие для Украины на европейские деньги. И если он попытается запретить даже продажу оружия для Украины, это может стать началом его конца как политической фигуры. Но не только его, но и США в целом как надежного союзника. Уже сейчас США ведут себя не просто как дерьмовый союзник, но как субъект, наживающийся на своих партнерах. Пока что все скрипят зубами, но пляшут под их дудку. Для вида. На деле же все партнеры Америки авральными темпами развивают свои военно-промышленные комплексы, особо продвинутые пока что негласно, но стопроцентно ведут исследования по созданию своего ядерного оружия, потому что надеяться на США и эмоциональные качели их президента, глядя на пример Украины, не хочется никому. Пока наша админка готовила этот подкаст, шапито продолжается, появляются новые подробности, а мы еще не дошли до фактического разбора пунктов плана мира через жопу. Уже и в Женеве проходит встреча делегаций США, Украины и Европы. Уже и текст этого бреда пропустили через языковые модели искусственного интеллекта, показавшие, что исходник был на русском языке, его перевели и представили как мирный план Трампа. Чтобы обелить своего шефа, уже госсекретарь США Марко Рубио сказал, что Трамп не является автором этих пунктов. А чего, спрашивается, целый госсекретарь сейчас в Женеве их обсуждает. Даже кто-то слил изданию Bloomberg записи телефонного разговора Уиткоффа с помощником Путина Юрием Ушаковым, на которых Уиткофф дает советы, с какой стороны Путину лучше подлизнуть Трампу. И вот в этом бардаке мы сейчас и будем пытаться разобраться. Итак, пункт 1. Суверенитет Украины будет подтвержден. Хотелось бы заржать, но как-то неприлично. Вообще-то, суверенитет Украины уже подтвержден. И подтвержден многократно самим агрессором в международных договорах. Под договором о границе вообще стоит подпись лично Путина. И суверенитет Украины распространяется как всю ее территорию, да-да, и оккупированную и аннексированную Россией тоже, так и на ее армию и ее численность. Пункт 2. Между Россией, Украиной и Европой будет заключен полный и всеобъемлющий договор о ненападении. Все неоднозначности последних 30 лет будут считаться решенными. Вы серьезно? Единственным виновником всего происходящего является Российская Федерация. Поэтому нет никаких неоднозначностей и не было. США же пытаются представить дело так, как будто невинную Россию спровоцировали, как в 1939 году спровоцировали Гитлера, по словам его современного последователя Путина, на нападение. Иронично, что до того, как Россия совершила акт агрессии против Украины еще в 2014 году, никаких договоров о ненападении не требовалось, все прекрасно жили и ни к какой войне не готовились. А наличие договора о дружбе и сотрудничестве 1997 года между Украиной и Россией как-то не помешало России совершить акт агрессии, аннексировать Крым, устроить вторжение своих войск под соусом защиты русскоязычного населения на Донбасс. А тут Путин и его последователи в России вот прямо будут исполнять договор о ненападении. Мировому сообществу давно пора уже осознать, что заключаемые с Россией договоры неминуемо будут ею нарушены. Пункт 3. Ожидается, что Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет дальше расширяться. Ввиду сказанного выше, это просто какое-то наивное восприятие действительности. Чтобы что-то ожидалось от России, в ней должны произойти качественные изменения во всех уровнях власти, а не бутафорские, какие были проведены в 90-е годы, когда под прикрытием демократических изменений она получила доступ к мировому рынку, на полученные деньги устроила войну в центре Европы и окончательно скатилась в диктатуру. На нашем канале есть и будут еще в ближайшие недели выходить подкасты с рассмотрением других вариантов обеспечения этого ожидания, принудительный или добровольный, но контролируемый, распад Российской Федерации. В этом случае никаких возможностей вторгаться в соседние страны уже не будет в принципе. Иронично, но предложения о таком конце России высказываются не нашей админкой, а беглой российской либеральной оппозицией. Пункт 4. Будет проведен диалог между Россией и НАТО при посредничестве США для решения всех вопросов безопасности и создания условий для деэскалации, чтобы обеспечить глобальную безопасность и увеличить возможности для взаимодействия и будущего экономического развития.
Заметили, что США будут выступать посредником между НАТО и Россией, как будто сами США членом НАТО не являются. Здесь нужно напомнить про вообще формальный повод к агрессии России против Украины в 2022 году. В декабре 2021 года было озвучено требование к НАТО исключить из своего состава членов, принятых с 1997 года, а в январе 2022 года некий Рябков, заместитель министра иностранных дел России, выкатил совсем уж дипломатический ультиматум: НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года. Сразу видна дипломатическая школа МГИМО. Пункт 5. Украина получит надежные гарантии безопасности. Вообще, слово «надежные» относится к оценочной лексике и отражает субъективное восприятие критериев надежности. Например, по тем самым Стамбульским недосоглашениям 2022 года надежными гарантиями безопасности для Украины с точки зрения агрессора было право вето России на предоставление какой-либо военной помощи Украине другими гарантами ее безопасности. Надежно? Ну, для агрессора да, потому что он не оставил желания подчинить себе Украину, и следующая попытка военного вторжения не должна была сопровождаться оказанием помощи Украине извне. Но для Украины эти гарантии даже и гарантиями-то не являлись. Пункт 6. Численность вооруженных сил Украины будет ограничена. И дальше не совсем понятно, ограничена чем. В тексте указано, что 600 тысячами, но цифра 6 в тексте взята в скобки. То есть там может быть и 900 тысяч, а может быть и 100. Вообще, сам вопрос об ограничении численности армии вступает в противоречие с первым пунктом, он является прямым ограничением суверенитета государства. В случае же Украины, которая с 2014 года является жертвой агрессии со стороны России, никакого ограничения численности армии быть не может в принципе. А если Зеленского каким-то образом вынудят такое подписать, то прямо на следующий же день этот пункт будет нарушен, потому что единственным гарантом независимости и территориальной целостности абсолютно любого государства на этой планете является армия этого государства. И это понимают абсолютно все граждане Украины. Пункт 7. Украина соглашается закрепить в своей Конституции, что она не присоединится к НАТО, а НАТО соглашается принять в своих уставах положение о том, что не будет принимать Украину в какой-либо момент в будущем. Вот воистину это писали где-то в Москве, причем писали люди откровенно недалекие. Никакого устава НАТО не существует, есть Североатлантический договор. Но в любом случае определение, является ли государство нейтральным или нет, является исключительным правом этого государства. А здесь очередное противоречие с первым пунктом, попытка всячески урезать суверенитет жертвы агрессии. Если смотреть шире, то НАТО создавалось как противовес СССР и его сателлитам, потому что в одиночку небольшие европейские страны не имели возможности ему противостоять. И получается, что Украину пытаются принудить согласиться на одиночное противостояние с многократно превышающим ее по технике и людской силе противником. Отдельный вопрос, как именно Трамп собирается заставить всех членов НАТО ратифицировать изменения в Североатлантический договор. А их 32. Тут еще не забылось, как Швеция и Финляндия вступали около 2 лет, потому что Турция и Венгрия не хотели ратифицировать договор об их вступлении. Пункт 8. НАТО соглашается не размещать войска в Украине. Вот тут вопрос. Дело в том, что есть войска в подчинении НАТО, а есть национальные войска стран-членов НАТО, которые не находятся под командованием НАТО. Следовательно, те же Франция и Великобритания могут разместить свои национальные войска на территории Украины, да. Пункт 9. Европейские истребители будут размещены в Польше. А сейчас они там не размещены, да. Мы же говорим «шапито». Пункт 10. Гарантии США. США получат компенсацию за гарантии. Если Украина вторгнется в Россию, она потеряет гарантии. Если Россия вторгнется в Украину, помимо решительного скоординированного военного ответа, будут восстановлены все международные санкции, а признание новых территорий и другие преимущества этого соглашения будут отменены. Если Украина без причины выпустит ракету по Москве или Санкт-Петербургу, гарантии безопасности будут считаться недействительными. Тут у нас очередное издевательство над здравым смыслом и международным правом. Мало того, что США еще и будут получать деньги за свои посреднические услуги,
Так еще и собираются играться в признание и непризнание суверенитета России над оккупированными территориями Украины. Феерично. Неясно, что такое решительный скоординированный военный ответ. Это США вступят в войну с Россией. Серьезно? А почему же тогда они не вступили в войну раньше? Или нужно, чтобы агрессор захватил то, что захватил? Отдельную иронию, конечно, вызывает фактическое разрешение Украине выпускать ракеты по любому городу в России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Сразу видно, кто внизу пищевой цепочки. И что мешает России организовать очередной рязанский сахар, чтобы лишить Украину ключевого союзника? Кстати, рязанский сахарок был бы даже выгоден США, им можно было бы в тупую слить Украину и забыть о ней. Как мы уже говорили, ждем от США не только поставки военной помощи агрессору, но и согласованные действия по окончательному уничтожению Украины. Пункт 11. Украина имеет право на членство в ЕС и получит краткосрочный преференциальный доступ на европейский рынок, пока этот вопрос рассматривается. Это на фоне того, что на польско-украинской границе постоянно возникают протесты фермеров из-за экспорта более дешевого продовольствия из Украины. Да. Ну-ну. Пункт 12. Мощный глобальный пакет мер по восстановлению Украины, включающий, но не ограничивающийся. Планируется создание Фонда развития Украины для инвестиций в быстрорастущие отрасли. В их числе технологии, дата-центры и искусственный интеллект. США и Украина будут сотрудничать в восстановлении, развитии, модернизации и эксплуатации газовой инфраструктуры. Это включает в себя трубопроводы и хранилища. Планируется сотрудничество по восстановлению регионов, пострадавших от войны. Это позволит заново отстроить и модернизировать города и жилые районы. Развитие инфраструктуры. Добыча полезных ископаемых и природных ресурсов. Всемирный банк подготовит специальный финансовый пакет для ускорения этих усилий. Как обычно, за все хорошее, против всего плохого. Особенно иронично будут смотреться дата-центры на территории Украины, которая при таком мирном договоре неминуемо получит следующий акт агрессии еще до 2030 года, но об этом позже. Пункт 13. Россия будет реинтегрирована в мировую экономику. Снятие санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и индивидуально. США заключат долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве. Оно охватит такие сферы, как энергетика, природные ресурсы, инфраструктура, искусственный интеллект, дата-центры, добыча редкоземельных металлов в Арктике и другие взаимовыгодные бизнес-проекты. Россия будет приглашена вернуться в G8. Да, нужно, чтобы Россия максимально быстро восстановилась и напала на еще одну страну. Заодно нужно передать ей передовые технологии, которые она сольет Китаю и получит конкурентное преимущество в будущей войне за возвращение Аляски в родную гавань. Интернет приписывает Черчиллю фразу «американцам можно доверять, они поступят правильно, когда все остальные возможности исчерпаны». Воистину аминь. Все админкой ждем, когда уже наконец США получат сполна за свою непроходимую тупость. Пункт 14. Замороженные средства будут использованы следующим образом. 100 миллиардов долларов замороженных российских активов будут направлены на восстановление и инвестиционные проекты в Украине под руководством США. США получат 50% прибыли от этого проекта. Европа выделит дополнительно 100 миллиардов долларов для увеличения объема инвестиций в восстановление Украины. Замороженные европейские активы будут разблокированы. Оставшиеся замороженные российские активы будут вложены в отдельный совместный инвестиционный фонд США и России. Этот фонд будет реализовывать совместные проекты в определенных сферах. Его цель – укреплять отношения и увеличивать общие интересы, чтобы снизить риск возвращения к конфликту. Но тут опять ничего не меняется. США собираются делать деньги на разрыве экономических связей России и Европы, заменяя последнюю на российском рынке. Союзник из США, конечно, паршивый. Но и снижать риск конфликта с помощью инвестиций – это наступать все на те же грабли. В 90-е годы уже спасли Россию от голодной смерти, чтобы сейчас поиметь войну. Пункт 15. Будет создана совместная американо-российская рабочая группа по вопросам безопасности. Она займется содействием и контролем за выполнением положений соглашения. Пункт 16. Россия закрепит законодательно политику ненападения на Европу и Украину.
Бугагашенька. Если кто не в курсе, то и сейчас в законодательстве России есть прямой запрет нападения не только на Европу, но и в принципе на любую страну. В Уголовном кодексе Российской Федерации есть статья 353 «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны», и сроки там немаленькие, от 7 до 20 лет. И даже после начала войны в 2022 году эту статью не изъяли из российского национального права, но начали затыкать рты российскому быдлу, чтобы оно лишний раз не вякнуло слово «война», а то вдруг найдется слишком рьяный прокурор, который потребует арестовать Путина. Но быдло быстро согласилось с тем, что ему даровано величие в виде новых территорий и тихонько затихло. И как? Помешала потенциальная опасность уголовной ответственности совершить акт агрессии против суверенного государства. Смешно. Пункт 17. США и Россия договорятся о продлении действия договоров о нераспространении ядерного оружия и контроле над ними, включая договоры СНВ-1. О, а это-то, чего боится лично Трамп. Ну еще Илон Маск. Они до тряски в коленях боятся ядерной войны. Каким боком тут Украина? Ее территориальная целостность и суверенитет не знает никто. Но Трампу нужно, чтобы Россия продлила действие этого договора. Продлила действие договора, действие которого окончилось в 2009 году. Почему ядерная война пока что невозможна? У нас будет отдельный подкаст, который сейчас готовится. Поржам вместе с рациональной тоски по ядерной войне. Пункт 18. Украина соглашается оставаться безъядерным государством в соответствии с договором о нераспространении ядерного оружия. В теории Украина может, конечно, ядерное оружие создать, но сделать это незаметно нет. Занятно тут другое. США и Россия боятся, что Украина выйдет из договора о нераспространении. Основания выйти у Украины железные, против нее совершен акт агрессии государством, которое угрожало ядерным оружием и Украине, и ее союзникам. Союзнички повелись на ядерный шантаж, испугались, обделали штанишки и сейчас принуждают жертву агрессии принять условия агрессора, узаконить утрату территорий и так далее. И то, что Украина обяжется не выходить из одного договора, подписав второй договор, не будет значить ровным счетом ничего. Ну а партнеры США уже работают над своим ядерным оружием, со сыкливым союзником лучше свое оружие иметь. Пункт 19. Запорожская АЭС будет запущена под контролем МАГАТЭ. Вырабатываемая электроэнергия будет делиться поровну между Россией и Украиной по 50% каждой стороне. А топливо на эту АЭС, надеемся, будет поставлять Россия за свой счет. Пункт 20. Обе страны обязуются внедрять в образовательные программы в школах и обществе, направленные на понимание и толерантность к различным культурам и устранение расизма и предубеждений. Украина внедрит правила ЕС по вопросам религиозной терпимости и защиты языковых меньшинств. Обе страны договорятся об отмене дискриминационных мер и гарантируют права украинских и российских СМИ, а также образовательных учреждений. Вся нацистская идеология и деятельность должны быть отвергнуты и запрещены. И действительно, почему же все считают, что этот договор писался где-то в Москве или Кириллом Дмитриевым дома у Иткафа? Все эти нормы уже давно имплементированы в законодательство Украины. Но сложно представить, чтобы в России не просто открыли школы с преподаванием на украинском языке, а там нашлись люди, желающие изучать украинский язык, из Украины в Россию уехала откровенная вата. Вменяемые же люди выехали на подконтрольную Украине территорию. Пункт 21. Территории. Крым, Луганск и Донецк признаются де-факто российскими, в том числе со стороны США. Херсон и Запорожье замораживаются по линии соприкосновения, что означает де-факто признание на основании этой линии. Россия отказывается от других согласованных территорий, которые она контролирует за пределами вышеупомянутых 5 регионов. Украинские войска выводятся из части Донецкой области, которую они сейчас контролируют. Эта территория станет нейтральной демилитаризованной буферной зоной, которая будет международно признана как территория Российской Федерации. Российские войска не будут входить в эту демилитаризованную зону. Ну тут понятно, международное право, нормы морали вылетели в окно. Все эти уставы ООН, Хельсинские заключительные акты, принципы нерушимости границ и прочая хрень приказывает долго жить. Если Украина и Европа пойдут на это, то можете не сомневаться, война в Европе будет,
и будет прямо внутри Евросоюза. В Европе слишком много противоречий, которые сейчас не перерастают в войну только из-за формального обязательства нерушимости границ. Когда будет создан прецедент с их изменением, вопрос передела границ будет вопросом короткого времени. Иронично, но и у России появляются спорные территории, те, которые она вписала в свою конституцию, но не смогла захватить. То есть, Россия перестает быть страной с установленными границами. Член Совета Безопасности ООН не имеет определенных границ. Хотя о чем это мы? Мы же устав ООН в окно выбросили. По выводу украинских войск из неоккупированной части Донбасса можно сказать, что просто так ничего в этом мире не отдается. И дело тут не в мифических неприступных укреплениях, коими являются сами города и жилые кварталы в них. Дело тут в обычном принципе. То, что ты отдаешь добровольно, уже никогда вернуть не сможешь. Потом придет очередной рыжий Трамп и скажет, что Россия уже владеет этой территорией, например, 10 лет, поэтому она должна быть ее. Именно этот бред Трамп несет по поводу Крыма уже 10 месяцев. В международном праве нет приобретательной давности. Но дебилам этого не объяснить. Отдельно рассмотрим вопрос о демилитаризованной зоне, из которой должны быть выведены войска Украины, но в которую не будут введены войска России. Вы серьезно? Росгвардия, ФСБ, полиция там тоже будут отсутствовать. А если все-таки там появятся российские войска, то что будут делать США? Как Байден накануне войны 2022 года скажут, что если чуть-чуть, на полшишечки повоюют, то и санкции сильными не будут, да. Но демилитаризованная зона и российский контроль над ней нужны по очень прозаической причине – доступ к источникам воды. С началом боевых действий Украина перекрыла канал Северский Донец-Донбасс, что привело к лету 2025 года не прямо уж к гуманитарной катастрофе, но ждуны русского мира теперь кладут в унитаз обычный пакет, чтобы в него справить нужду, потому что смыть просто нечем. А если агрессору придется еще несколько лет, по подсчетам западных разведок речь идет минимум о 2 годах, проламывать украинскую оборону в славянско-краматорской агломерации, то к тому времени просто все население, которое должно праздновать победу, разбежится. Естественно, такая ситуация не во всей Донецкой области, но сам Донецк, его спутники Макеевка, Янакиево сидят без воды и через пару лет могут просто перестать существовать в привычном виде. Тут еще не раскрыт вопрос с населением. Что делать с теми, кто не хочет и не будет принимать российское гражданство? Что делать с теми, кто уже почти 4 года живет под российской оккупацией и ждет возвращения украинской власти? Принудительное переселение в лучших сталинских традициях. Ну и нельзя не посыпать задницы зетников напалмом. В перечисленных 5 регионах нет Севастополя. И в украинской, и в российской конституциях этот город – отдельный регион. То есть, из него тоже нужно вывести российские войска и передать контроль над ним Украине. Было бы справедливо. И смешно. Пункт 22. После достижения договоренности о будущих территориальных изменениях Российская Федерация и Украина обязуются не изменять их с применением силы. Если это обязательство будет нарушено, гарантии безопасности утратят силу. Пункт 23. Россия не будет препятствовать использованию Украины реки Днепр в коммерческих целях. Также будет достигнута договоренность о свободной перевозке зерна по Черному морю. В голову украинской власти почему-то не приходит абсолютно справедливое требование – запрет размещения Черноморского флота в Крыму. Флота там нет с тех пор, как треть его была утоплена Украиной. Россия же требует признания реалий на земле, непонятно, почему Украина не требует того же. Зетникам бы понравилось. Пункт 24. Будет создан гуманитарный комитет для решения открытых вопросов. Все оставшиеся в плену и тела будут обменены по принципу «все на всех». Все гражданские задержанные и заложники, включая детей, будут возвращены. Будет реализована программа воссоединения семей. Будут приняты меры для облегчения страданий жертв конфликта. Пункт 25. Украина проведет выборы через 100 дней. Это такое новое слово в международных отношениях, когда сначала подтверждают суверенитет государства, а потом указывают, в какие сроки проводить выборы. А вам как бы не все равно, когда и как они будут проведены. Это вообще-то внутреннее дело Украины и ее граждан. Путин вон сидит на троне уже 25 лет без 1 месяца,
Что мешает Зеленскому посидеть столько же? Пункт 26. Все стороны конфликта получают полную амнистию за действия, совершенные во время войны, и обязуются не предъявлять претензий и не рассматривать жалобы в будущем. А вот этот пункт уже как-то за гранью добра и зла. Предлагается амнистировать всех тех мразей, которые обстреливали жилые дома, гражданскую инфраструктуру в Украине, пытали и убивали тех, кто абсолютно законно сопротивлялся оккупации агрессора. Ну то есть предлагается сделать вид, что россияне – абсолютно невинные люди, и потом им еще будут визы сразу на десяток лет выдавать. Пункт 27. Это соглашение будет юридически обязательным. За его выполнением следит и гарантирует Совет по миру, который возглавляет президент Дональд Трамп. За нарушение будут предусмотрены санкции. Теперь мы точно уверены, что мир просуществует до 20 января 2029 года. То есть, не предполагается никакой ратификации этого бреда со стороны США, что говорит нам о том, что никакие гарантии безопасности не будут работать по определению. Пункт 28. После одобрения меморандума всеми сторонами режим прекращения огня вступает в силу немедленно. Обе стороны отходят на согласованные позиции для начала выполнения соглашения. Наконец-то мы закончили рассматривать этот набор букв. Аж мозги вскипели. Подытожим. Вероятность подписания такого документа со стороны Украины близка к нулю. Вероятность подписания такого документа со стороны России также близка к нулю. В принципе, США ведь обещали, что их мирный план не понравится никому. Ну вот он и не имеет никаких перспектив. Даже если и представить себе, что весь этот набор букв будет подписан сторонами, его действие продлится недолго, никакого намека на ратификацию со стороны США не предполагается в принципе. Вся конструкция безопасности на территории Украины будет держаться на честном слове президента США, который через 3 года сменится, и захочет ли новый президент использовать свое право оказывать помощь Украине? Вопрос. Обращает на себя также и странная манера изложения пунктов плана. И дело тут не в подозрениях относительно того, что оригинальным языком был русский, а текст был сначала переведен на английский, с которого уже мировые информационные агентства начали переводить на национальные языки. Дело тут в полном непонимании принципов международного права, непонимании проблем и экзистенциальности этой войны, если хотите, наивности, приправленной необразованностью и тупостью его создателей, одно продление действия договора, прекратившего свое действие 16 лет назад, чего стоит. И, начиная с января 2025 года, трамповцы натурально познают мир, как малые дети, не понимая, что умиротворение агрессора никогда в человеческой истории не вело к миру. Есть еще странное поведение администрации Трампа относительно происхождения этого плана. Само появление плана было фактическим сливом неизвестного лица. Американская сторона обвинила представителей Украины в слитии полного текста. Даже если и так, то Украина поступила абсолютно правильно, не должно быть никаких подковерных переговоров. А затем понеслись заявления конгрессменов о том, что этот план – не план США, а список пожеланий России. Угу, список пожеланий с крайним сроком подписания Украины через неделю. Все так и делается в международном праве и международных отношениях. Ага. Ну и вишенкой на торте стал твит самого Трампа, в котором он сам сомневается в успешности этого плана. Отдельно стоит обсудить реакцию главного союзника Украины – Европы. Новость о плане застала изнеженных европейцев в ЮАР, пока они там тусили на очередном саммите. Первые несколько дней было традиционное мычание с выражением озабоченности, смотри пункт о том, что союзники Украины – полное дерьмо. В воскресенье представители также и некоторых стран Европы принимали участие в переговорах в Женеве. И даже представили свой план, который ожидаемо не устроил Россию. И ведь никто даже не заметил, что снова и снова Украина и Европа ведутся на трамповский разводняк и подстраиваются под то, что им дали, а дали им, вспоминаем линию с переговорными позициями X и -X, опять заведомо смещенные в сторону агрессора предложения. И ослы снова соглашаются бежать за этой морковкой, ведь в представленном Европой плане она фактически соглашается с признанием оккупации части территории Украины,
собирается строить новую архитектуру безопасности в Европе с участием ОБСЕ на основе измененных сил и оружия международно признанных границ. Это просто феерично. Конечно. Фееричный такой гвоздь в гроб Европы как островка мира и стабильности. Однако, несмотря на желание союзничков Украины признать новые территориальные реалии, единственный способ для агрессора узаконить принадлежность награбленного – это вынудить жертву агрессии отказаться от своих прав на отжатое у нее. Именно поэтому Россия методично терроризирует именно мирное население, снося целые многоэтажки и обстреливая ракетами энергетическую инфраструктуру. Наибольшей же загадкой является требование Трампа к Украине подписать мирный план с США. Напомним, что в марте 2025 года стоял невероятный вой по поводу требования подписать соглашение о редкоземельных металлах. Кто сегодня вспоминает об этом соглашении? Но тогда это соглашение дало возможность Рыжему рассказывать своему электорату, что участие США в российско-украинской войне когда-нибудь потом принесет дивиденды. Поскольку изначальная версия из 28 пунктов предполагала экономические плюшки для США, есть маленькое подозрение, что в этом и была основная цель – трепать потом в каждой подворотне об экономическом благоденствии, свалившемся на США благодаря мудрому Трампу. Некоторые блогеры разгоняют тему о том, что под прикрытием этой сделки, которая будет подписана только между Украиной и США, США хотят глубже влезть в военный конфликт, однако нам это представляется наивными мечтами. Нужно всегда держать в уме следующую аксиому: Рыжего и его электорат всегда интересуют только деньги и личное благосостояние. Никакие моральные принципы при этом не действуют. Поэтому ему и его администрации откровенно плевать на то, что в случае снятия санкций с России, она тут же начнет перевооружаться и готовиться к новому нападению на Украину. Повод они найдут. И ошибки этой войны они также учтут, уж поверьте. Однако, наша админка всерьез подозревает, что вся эта тема с планом была ничем иным, как обычной провокацией, необходимой для раскачивания украинского общества, попыткой предложить жителям западных областей Украины косточку в виде 100 миллиардов, читай плату за покупку, в обмен на оккупированные восточные области. В совокупности с террором это может принести определенные плоды. В то же время, если украинское общество окажется достаточно зрелым, проявит стойкое единство и сплоченность, то у Украины будет шанс отбиться. Тем временем информационный маразм продолжает охватывать и массы, и блогеров. Уже все оргазмируют на Марко Рубио, представляют его защитником Украины, хотя еще несколько месяцев назад проклинали его. Эмоциональные качели уже как-то поднадоели. Рекомендовать Украине принять этот план или план ее европейских союзничков как неизбежную реальность мы не будем. По-хорошему, в таких вопросах должно учитываться исключительно мнение тех граждан Украины, которые все 4 года войны находились на территории Украины и вместе со всей страной несли на себе всю тяжесть этой войны. Мы не какие-нибудь Марк Солонин, Андрей Ларионов, Марк Фейгин или Сергей Любарский, мы не лезем со своими советами в чужой монастырь. В нашу задачу входит анализировать, а пути выхода из всемирного бардака каждый ищет сам. Ставьте лайк, если подкаст вам понравился, подписывайтесь на канал, если было интересно и хочется еще подобных подкастов с разбором окружающего нас всемирного бардака, и обязательно пишите в комментариях, если есть какие-то вопросы или просто если есть что сказать. Всем мир!